Всем привет. Отставка премьер-министра Армении Сержа Саргсяна состоялась по собственной, скажем так, воле. Еще вчера обсуждались различные действия, которые могут последовать со стороны власти в результате тех народных протестов, которые сейчас идут по всей стране. По разным оценкам, в протестном движении принимает участие порядка 20% населения страны. В преддверии дня геноцида армян, то есть завтра, 24 апреля, который обычно собирают большие шествия, сотни тысяч людей, конечно, это могло бы перерасти в большую кровавую бойню, и об этом в том числе и намекал и премьер-министр на своей встрече с лидером этого протеста Николаем Пашиняном 1 марта 2008 года. Этого не состоялось. Причем, если обратить внимание, Серж Саргсян сделал это заявление, в том числе признав свою ошибку, что армянское общество и в Армении, и за пределами Армении не хочет видеть его в качестве главы государства. Считаю, что это решение мудрое, хотя и, в общем, определенным образом запоздалое. Конечно, Армения потеряла очень много времени в результате попытки удержаться у власти нынешней системой, которая до сегодняшнего дня представляла Армению. Другое дело, что будет происходить в Армении сейчас. Этот процесс, понятно, что похмелье после в такое скажем так, идиоматическое выражение, похмелье этой победы, которая сейчас состоялась, будет несколько дней, а дальше начнется такая дележка власти. Это, конечно, обычный, достаточно естественный процесс, но хотелось бы, конечно, чтобы он шел под теми лозунгами в рамках неких современных цивилизованных правил, имеется в виду проведением соответствующих выборов, выстраивание сбалансированной политической системы, естественно, учитывал интересы все, которые присутствуют в Армении, в том числе и связанные с отношением с Россией, естественно, с теми странами, которые граничат с Арменией, поскольку для нас имеется это крайне важно, потому что для нас это действительно тот самый форпост, на который мы ориентируемся в Закавказье. Естественно, отношения Армении по линии Нагорно-Карабахского конфликта, который, безусловно, впрямую влияет на стабильность российской системы и близ российских границ, и в том числе, естественно, отношения Армении с Соединенными Штатами Америки, с Евросоюзом, поскольку для нас достаточно важно, чтобы баланс сил и интересов России здесь выдерживался с учетом тех санкционных, дипломатических, геополитических войн, которые ведутся сейчас в отношении Российской Федерации. Мы все-таки рассчитываем на Армению как на нашего союзника по всем основным нашим объединительным форматам: Евразийский экономический союз, Таможенный союз, ОДКБ, СНГ, другие форматы, в которых Армения, безусловно, представлена. Мы очень рассчитываем на то, что народ Армении сможет принять сбалансированные решения, и то, что сейчас случилось, подтолкнет, естественно, Армению к экономическому росту в рамках современных реалий, которые существуют. Еще раз поздравляю весь армянский народ, мнение которого было выслушано. Решение состоялось, и, на мой взгляд, это решение обеспечить бескровный переход власти. И этот пример может быть достаточно важным с точки зрения перехода власти в таком более-менее цивилизованном подходе для других стран и постсоветского пространства, в том числе в мире, когда власть не отдает приказы по, так сказать, открытию огня, но принимает соответствующие взвешенные политические решения, в том числе имеет возможность признавать свои ошибки. Еще раз поздравляю армян.